Здравствуйте, дорогие гости моего канала. Лунный календарь на 4 января 2022 года. 4 января 2022 года, вторник. Третий лунный день начинается с 10 часов 49 минут и продлится до следующего дня. Растущая луна. Символ дня – леопард. Луна в Водолее входит в знак в 1 час 44 минуты. Вторник – день Марса. Марс стимулирует активную мужскую энергию, устремленность и решительность. Сегодня благоприятно заниматься активной деятельностью, требующей решительности и настойчивости. На этот день можно запланировать сложные дела, для которых требуется решительность, но ее не хватало до этого. Сегодня хорошо заниматься боевыми искусствами, динамической медитацией или просто совершить пробежку. Марс дает в этот день много активной энергии, и если человек не может ее всю ассимилировать и направить в созидательное русло, возможно проявление раздражительности или агрессии. Этот момент нужно учитывать, и если человек склонен к этому, то не планировать на этот день важных встреч и дел. Во вторник рекомендуются практики очищения огнем, ритуалы со свечой, костер на природе и так далее. Лунные аспекты с планетами. Соединение Луна-Меркурий, соединение Луна-Сатурн, квадрат Луна-Уран. В этот период благоприятно проведение важных переговоров. Соединение Луна-Сатурн, гармоничный аспект Сатурна с Луной, дает чувство здравого смысла, контроль над эмоциями, повышается самоконтроль и дисциплинированность, усиливается чувство долга и справедливости. Благоприятный Сатурн дает способность стойко переносить трудности и испытания. Квадрат Луна-Уран, конфликтный аспект Луны и Урана, проявляется повышенной психической нестабильностью, возможны частые перепады настроения и неадекватные эмоциональные реакции на окружающую действительность. Негармоничный Уран дает склонность бросать одни незаконченные дела и сразу браться за другие. В третьи лунные сутки в этот день обычно можно увидеть тоненький серп новой луны. Традиция показывать новому месяцу деньги уходит своими корнями в давние времена. Считается, что как растет луна, так и будут расти ваши накопления. В этот день многие проблемы в ваших делах могут неожиданно выплыть наружу и причинить много тревог. Однако тем и неплох этот день, что он позволяет выявить недостатки и вовремя их устранить. Следует учесть и то, что все происходящее в этот день может видеться хуже, чем есть на самом деле. С просьбами к начальству лучше не обращаться, это вызовет раздражение, и вместо повышения можно получить нагоняй, причем достаточно несправедливый. Зато хорошо заняться теми делами, которые требуют доработки, дополнительного анализа. Все недочеты сразу выплывут наружу, и их можно будет легко исправить. С критикой близких людей также не стоит спешить. Возможно, вы все видите не так, как есть на самом деле. Пословица «7 раз отмерь, 1 раз отрежь» создана как будто специально для этого дня. Косметические процедуры делать можно, но если они не особенно агрессивны, а вот пластические операции точно делать не стоит. Физические упражнения нужно делать как обычно, без экспериментов и дополнительных нагрузок. Зато это один из самых лучших дней для покупок, а также для планирования семейного и личного бюджета. Можно заниматься самообразованием. Если вы проведете этот день в хорошем настроении, оно останется с вами надолго. Слово серебро, а молчание золото. Не забывайте об этом. Очень энергичный день, пора действовать. Пассивность противопоказана, благоприятен для больших физических нагрузок. Самый лучший день для занятия воинскими искусствами. Остерегаться проявления агрессивности, хорошо точить ножи. Влияние Луны на здоровье, активный затылок и уши. Хорошо сегодня париться, принимать горячие ванны. В этот день можно употреблять острую еду. Из острых специй хорошо подойдут имбирь, перец чили, гвоздика, горчица и другие. Можно есть мясную пищу. А деловые советы на третий лунный день следующие. Этот день
перенасыщен энергией, и поэтому в делах можно проявлять самые боевые качества. Рекомендуется проявлять решимость и настойчивость, выходить на новые рубежи, идти на риск, проявлять активность, так как деньги приходят только к тем, кто их завоевывает, а не просто мечтает о материальном достатке. В этот день вы можете отправляться в путешествие или в командировку. Третьи лунные сутки считаются неблагоприятными для заключения семейного союза, но если вы решили в этот день сыграть свадьбу, то она должна быть отмечена самым необычным образом. Это время для экстремалов. Сегодня постарайтесь проявлять добрые чувства, не цепляться к словам и не выяснять отношения. Прекрасной половине следует помнить, что все возможные недовольства мужчина может услышать от кого угодно, а от любимой женщины он хочет ласки, нежности и заботы. Приметы дня. Разлитое молоко в этот день может означать, что вы отклонились от своего пути. Порезаться, увидеть кровь может быть неблагоприятным предзнаменованием. Делайте добрые поступки и не забывайте о чистоте помыслов, и любая примета не принесет вам вреда. Сны этого дня показывают, как вы растрачиваете энергию, которую вам дают высшие силы. Вы можете понять, как ваша энергия утекает или наоборот гармонично перераспределена. Сны в эти лунные сутки редко сбываются. Они имеют значение сами по себе, и важно ваше в нем поведение. Как правило, это сны, которые проверяют внутренние силы человека. В жизни они не имеют значения, а в вашем внутреннем мире проводят определенную закалку. Поэтому, если во сне были элементы борьбы или преодоления препятствий, сопротивления, и вы не спасовали, то с вашими внутренними силами все в порядке. Если же вы проснулись с ощущением подавленности, проигрыша, то мысленно доиграйте сон, как вы преодолеваете препятствия, сопротивление и побеждаете. Сны этих суток также могут быть снами-указателями, которые покажут, что надо преодолеть на пути при решении задач, куда надо правильно направить энергию, чтобы она свободно текла и не улетала в черную дыру подсознания. Рекомендуемые медитации. Медитация называется «Оружие». Энергетика этого лунного дня помогает осознать накопившееся в теле напряжение, возникшие из-за обид, гнева, раздражительности и других негативных эмоций. Это день очищения астрального эмоционального тела. Хорошо сегодня проводить практики на расслабление. Расслабление тела. Подготовившись к медитации, займите позицию лежа. Начните наблюдать за дыханием. Переведите внимание на пальцы правой ноги и понаблюдайте за этой областью. Расслабьте ее. Постепенно двигайте свое внимание вверх по ноге. Если в процессе движения вы чувствуете где-то напряжение и нога плохо расслабляется, постарайтесь понять, какого рода эмоция там живет. Дышите через это место и расслабляйте его при помощи дыхания, как бы отпуская старое, накопившееся. Закончив работу с правой ногой в области ягодицы, перейдите к левой ноге, сделайте то же самое. Затем начните работу с правой рукой, левой рукой, поясницей, спиной, областью живота, грудью, головой. Особое внимание уделите области лица. Постепенно, ощутив расслабление во всем теле, насладитесь его легкостью и свободой от накопленных напряжений. Люди, рожденные в третий лунный день, с рождения обладают огромной внутренней силой, в том числе силой астрального воздействия на других людей. Считается, что в этот день рождаются астральные маги и богатыри. Таким людям следует учиться контролировать свои желания и эмоции, так как бессознательно они могут причинить другим вред, сглазить, навести порчу. И если такой человек не научится сдерживать эмоциональные реакции, не научится владеть собой, будет проявлять злобу и мстительность, это
очень негативно отразится на его карме. Человеку третьего лунного дня следует воспитывать в себе силу воли и активное отношение к жизни, отстраняться от посторонних воздействий и чужих влияний. Если он будет слаб и пассивен, если будет идти на поводу у обстоятельств, у него будет постоянно болеть горло, могут развиваться астма и заболевания щитовидной железы. Ему необходимо заниматься боевыми искусствами, йогой и вообще самосовершенствованием. Камни этого дня – красный коралл, красный агат и красная яшма. Цвет этого дня – красный. Я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс и подписывайтесь на канал. Желаю вам добра и благополучия. До скорой встречи в новых видео.